Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке «Караван-салон Дюссельдорф». И сегодня мы заглянули на стенд Бимобиль. Бимобиль делает экспедиционные автодома, внедорожные, то, что очень подходит для России. И иногда они бывали в России, в том числе у компании «Яхты на колесах». И сегодня вот мы решили посмотреть такую новую модель, мы с ней еще не сталкивались, внедорожный автодом на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Что нам важно увидеть здесь? То, что машина может быть 3,5 тонны, то есть Б-категория. Это немаловажно, потому что Бимобиль чаще все-таки такие большие автодома, либо если у нас такой какой-то модуль, прицеп, которые бывают, то тогда, конечно, мы можем использовать с Б-категории, но вот именно дома все-таки в основном получаются тяжелые. Здесь, конечно, тоже в зависимости от опций это не всегда получится, но такая возможность все-таки есть. 6 метров и 20 сантиметров длина, 2,92 высота и ширина у нас 2,10. Сразу же предлагаю идти внутрь. В кабине все достаточно стандартно для Mercedes Sprinter. Единственная странность – это сама вот эта приборная панель. Мы привыкли здесь видеть мультимедиа от Mercedes, а иногда бывает, что этой мультимедиа нет, и тогда нужно устанавливать что-то свое, какую-то магнитолу в совсем таких упрощенных вариантах. Но здесь у нас есть некий компромисс. Не знаю, почему принято такое решение. Возможно, в связи с тем, чтобы цена была ниже, но здесь у нас есть Mercedes мультимедиа, все привычно, стандартно. Единственное, вокруг все не в единой такой глянцевой панели, а в обыкновенном матовом пластике. На самом деле, для такой брутальной машины это выглядит прям, абсолютно окей. На руле у нас есть полностью управление этой мультимедиа, все помощники, удержание полосы, адаптивный круиз-контроль. Все как должно быть, все в порядке. Поскольку Бимобиль делает экспедиционные дома с расчетом на то, что на улице может быть холодно, у нас есть вот такая прям полноценная дверь, которая отделяет кабину от жилого пространства. Это достаточно привычная вещь для Бимобиль. И это на самом деле здорово, потому что у нас, когда мы едем, у нас нет необходимости отапливать все жилое пространство, или летом мы включаем кондиционер, подогрев чисто в кабине и здесь находимся. Но когда мы отапливаем жилое пространство, мы не топим лишний раз кабину. Мы дверь закрыли, и у нас здесь внутри тепло. Это важный момент. Раз уж мы заговорили про тепло, здесь у нас печка Трума дизель 6-киловаттная. Для такого небольшого пространства, при условии, что утеплены стены, это очень хорошо. Она должна спокойно справляться, я думаю, до минус 30 вообще легко, судя по тому, какие отзывы дают об испытаниях, об этих автодомах и о сочетании с этой печкой. Даже, я думаю, потянет до минус 40, где-то можно находиться, жить. Это так, все теоретически, я лично не проверял, это вот то, что со слов менеджеров, плюс-минус. Пульт, кстати говоря, интересный, сенсорный такой, обновленный, симпатичный. Рядом у нас пульт управления всеми системами автодома. Можем посмотреть заряды аккумуляторов салонного и пускового, включить насос для воды, проверить, сколько у нас осталось воды в баках. 80 литров запас чистой воды. Не очень много, но тут вот какой-то такой компромисс найден в этом вопросе. Соответственно, рассчитывается, что если вы в каком-то экспедиционном режиме существуете, то автономность вы обеспечиваете себе дополнительно тем, что добираете где-то воду, берете с собой насос, доливаете. Также есть солнечная батарейка, 130 Вт мощность и встроенный инвертор, который у нас делает из аккумуляторов, 220 вольт. Сколько ватт инвертор я, к сожалению, найти не смог, потому что не всегда на выставке есть нужная информация в полном объеме, менеджеры загружены, а сейчас мы вообще снимаем, выставка уже закрывается и всем не до нас. Поэтому переходите по ссылочке за любой информацией, которую я не сообщил ввиду каких-то причин, и там вы все в описании найдете, если для вас это уже действительно важно. Кухня. Огромная рабочая поверхность, справа прям полноценный стол, дальше у нас мойка и плита Дометик на 2 огня, и даже есть еще дополнительная поверхность, которая вот таким образом раскладывается. И это, наверное, одна из самых больших кухонь и рабочих поверхностей, несмотря на то, что сам автодом, само жилое пространство весьма компактное. Если вам это важно, то вот это, конечно, такой приятный момент. Ниже у нас холодильник, 90 литров, Дометик.
Ну и, конечно, есть у нас шкафчик чуть ниже и ящики с правой стороны. Раз, 2 и 3. Ну и розетки 12 вольт и 220 вольт прямо на кухне. Столовая группа таким образом организовано. Два диванчика небольших. Сидим вот за этим столом. Естественно, стол у нас опускается. И здесь получается спальное место. Что вообще по местам? У нас по правилам здесь только 2 ремня. То есть ехать могут 2 человека. В нарушении правил, конечно, кто-то может ехать в этом модуле. Но официально здесь ремней нет. И поэтому это делать нельзя. А в кабине у нас только 2 места. Но спальных мест у нас раскладывается вот здесь кровать. Ее ширина 80 сантиметров. То есть на одного человека. И основная спальня на 2 человек. Это кровать, которая вот таким образом раздвигается сюда, кладется 2 матраса, и мы получаем кровать размером раз. Это у нас 100 сантиметров и плюс 60, 160 сантиметров получается кровать. Ну, вот эта кровать в столовой, она в любом случае очень маленькая, ее длина. Нет, ну длина на самом деле нормальная, 180 сантиметров, но когда кровать раздвинется вот до сюда, у нас получится практически маленькая щелочка, в которую можно едва просунуть ноги. Поэтому, конечно же, такая планировка рассчитана именно на комфортное существование 2 путешественников, поэтому у нас и ремней только 2. В передней части по правому борту у нас есть гардероб и 2 полочки, а с правой стороны санузел. Здесь все очень просто, лаконично, минималистично. Есть душ, раковина и туалет. Интересный туалет, биотуалет, но обслуживается кассета прямо здесь, внутри. То есть мы прям достаем и выносим. Снаружи никакого лючка дополнительно нету. По правому борту заливная горловина чистой воды. И багажник, соответственно, у нас сзади открывается вот такой отсек. Не могу сказать, что прямо какой-то он особо большой объем. 60 сантиметров глубина, ну и во всю машину, естественно, ширина. Высота багажного отсека 90 сантиметров. В общем-то, здесь сзади все, поскольку все так минималистично, и вот как бы у вас перед глазами. В багажном отсеке также есть уличный душ. Это, на самом деле, достаточно важно для экспедиционного автомобиля, потому что всегда путешествия на нем будут связаны с большим количеством грязи, которая не хотелось бы, чтобы попадала внутрь, в жилое пространство. Экспедиционный автодом Бимобиль на шасси Mercedes-Benz Sprinter мы сегодня с вами посмотрели. Mercedes новый 2022 года, это вот видно и по новым фарам. И у нас здесь постоянный привод с системой умного распределения нагрузки, и это на самом деле немаловажно. Также к концу ролика мне удалось выяснить дополнительную информацию у менеджеров. Бак 80 литров водой, это сейчас на данный момент обусловлено тем, что машина маленькая и есть задача вот впихнуть ее там в 4 тонны, по документам делается 3,5 тонны, потому что что-то где-то облегчается. И вот пока что просто не получается у них установить как-то бак так, чтобы был побольше. Потому что новое шасси, вот это Mercedes, вот только так. И вообще сейчас большой дефицит шасси у Mercedes, у Fiat, у всех, и в том числе вот здесь есть такая на данный момент проблема. Это все еще последствия ковида. Можно сказать, что он достаточно маленький, компактный получился, но это как раз-таки обусловлено тем, чтобы вот он был в легковой категории, чтобы это было возможно и как-то и по документам, и физически туда уместить, чтобы это все еще была легковая машина, но при этом все-таки уже большая экспедиционная. Поэтому вот целый ряд таких компромиссов в ней встретились, и нам показалось это интересно. Инвертор я не смог выяснить, сколько ватт, по той причине, что в конкретно этом выставочном образце он не установлен, но обычно они ставят 1200 ватт, но можно поставить теоретически, конечно, и больше, но они говорят, что этого хватает, он работает с этой одной солнечной батареей на 130 ватт, говорят, все отлично. Бимобиль — это всегда такая своеобразная концепция, далеко не для каждого, но если уже это ваша история, вот такой вид отдыха, такие автодома, то очень часто люди влюбляются в эти машины. Мне, наверное, до конца понять сложно, поэтому в этом обзоре мало моих каких-то личных эмоций. Было бы интересно увидеть ваши комментарии. Пишите, что думаете по поводу такого автодома и такого типа отдыха. Не забывайте подписаться на канал, потому что у нас продолжают выходить ролики из Дюссельдорфа с выставки, и мы снимаем абсолютно разные модели. Стараемся смотреть ваши комментарии и понимать, что вам интересно. Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.